Всем йоу, всем субботний йоу. И вот настали выходные, суббота, прекрасная погода, не так жарко. И встает вопрос, а что делать? Вот выходной, прекрасный город, вам еще не очень знакомый. Куда-нибудь, может быть, поехать? Да, куда-нибудь поехать. Например, в Тигре. Или Тигре. Или Тигре. Короче, город уже это не Буэнос-Айрес. Это отдельная деревня, город, не знаю, на северо-западе, если быть точным. Смотрите, вот по прекрасному парку такому мы идем. Поют птицы. Какой-то дворец просто стоит. Вау. Упавшие листья от пальмы. Видимо, была буря. Короче, мы едем сегодня в Тигре, потому что Геля его нашла, про него узнала. Сейчас мы вышли из дома, и нам повезло, что у нас канал под названием Ретиро находится всего в 15 минутах ходьбы от нас, от нашего дома. И мы сейчас туда идем. Дальше нужно будет ехать на поезде до туда. Ну, это самый удобный маршрут. И затем уже оказываемся в самом Тигре. Как ты обнаружила Тигре? Я просто искала, вбила в Google, что посмотреть в окрестностях Буэнос-Айрес. Так. Вот. И, собственно, нашла этот небольшой городок. Меня он привлек тем, что он очень похож на Венецию. Там есть каналы, люди добираются до своих домов с помощью лодок. И, по-моему, это очень интересно. А еще очень интересно то, что вчера было 30 градусов в Буэнос-Айресе, а сегодня 20 и достаточно прохладно. Ура! Просто прохлада, прекрасная, удобная, приятная, кайфовая прохлада. Впереди английская башня. Очень похожа на Биг Бен. И вот отель Шератон. С одной стороны, этот район выглядит довольно люксово. Вот какие-то достопримечательности, небоскребы, да? Торговые центры, дороги широкие. Шератон. Вот из окон этого Шератона виден местный, самый известный район фавел Вижья 31. По-английски Вилла 31 пишется. Здесь 2Л читается как Ж. И это, конечно, очень странно, такой контраст. Вот, пожалуйста, люксовый 5-звездочный отель, из которого видно самые большие фавелы Буэнос-Айреса. Вокзал Ретиро. Самый, наверное, большой вокзал в Буэнос-Айресе. И он выглядит достаточно непримечательно. Вот за моей спиной вот это здание. Здание офигенное. Но никакой вывески, никак не понять, что это вокзал, на котором мы сейчас поедем в Тигре. Вот так можно понять. Бургер Кинг, пожалуйста, на вокзале. Вот так вот мы зашли. Неприметный вход и... Вау, смотрите, какая красота. Флаг Аргентины, несколько этажей, старый Бургер Кинг. Вот так вот выглядит. Точнее, Бургер Кинг новый, а выглядит пустынно достаточно на вокзале. И сейчас мы пойдем уже отправляться в сам Тигре. Смотрите, путь номер 2 в 11:14 в Тигре. Стартует отсюда и конечная Тигре. Так что двигаем туда. А в этом нам поможет карта Субе. Да. Поехали. 20 минут? Да, в 11:14. Вот так вот мы просто прикладываем. И проходим. У нас вторая платформа. Посмотрим, что на самом вокзале на путях. Так, это 4-я у нас платформа. Какой старый лифт. 3 платформы, 4, смотрите. Это как из Гарри Поттера практически. Да? Там 3/4 вроде было. Да. Ну, вот такой вокзал чем-то похож в Питере на метро Пушкинской, на Витебский вокзал, по-моему. Вот такие вот старые красивые колонны, надписи и такой вот куполообразный сводчатый вокзал. Ну, честно говоря, мне Витебский немного больше нравится. Вот именно то, что внутри, на путях, там, и особенно если туманчик в Питере, выходишь такой прям с кайфом. На что ты показывала? На то, что мусора очень много на путях. Да. Вот так вот не спеша подъезжает наш поезд на вторую платформу. Ему спешить некуда, через 13 минут будет отправление обратно.
Вот. Поезд просто полный. Видимо, все люди из всех пригородов съезжаются в выходной в Буэнос-Айрес, а мы, как городские жители, наоборот, едем из Буэнос-Айреса на выходной. А тем временем Геля ушла искать туалет. Посидели 10 минут в поезде примерно, и Геля поняла, что она не может сейчас ехать, ей нужно пойти в туалет срочно. Зачем ты это снимаешь? Просто мне не хотелось в туалет, пока я не села в поезд. Я понимаю, что ситуация безвыходная. Час нужно ехать, и туалета нет, так как это электричка. А у меня что-то не то с животом, и я понимаю, что я в белых штанах вообще. Короче, Геля боится, что обкекается по пути, и поэтому мы сейчас просто идем. Она будет какать, я буду ждать ее. И следующей электрички будем ждать все вместе. А тем временем мы поехали до Тигре. И здесь на электричке не нужно покупать никакого отдельного билета. Здесь все работает по вот такой карте Субе. И городской транспорт, и автобусы, и вот пригородные поезда, и еще, может быть, метро, конечно. Все по карте Субе. В среднем проезд стоит 30-40 песо. Это около 6-7 рублей по текущему курсу. Расстояния довольно большие. Можно ехать на автобусе там час, и это будет стоить те же 6-7 рублей. То есть общественный транспорт довольно дешевый. Вот я не знаю, сколько будет стоить эта поездка на поезде, но мы сейчас, когда будем выходить, посмотрим. Карта Субе. Супер-мега важная, нужная вещь в Буэнос-Айресе. Без нее вы ни в каком поезде никак не поедете. Вас просто не пустят в... Ну, вас пустят, попросят оплатить, а у вас нечем оплатить. Кэш не принимаются, монеты, деньги не принимаются, только карта Субе. Она сама стоит 500 песо, плюс туда на карту кладете еще деньги, сколько вам нужно. Мы положили еще 500 песо, в сумме вышло 1000 песо, это около 250 рублей. Поменьше даже, около 200 рублей. Нам этого хватило почти на неделю каждодневных перемещений, довольно долгих. Приехали мы в Тигре, дорога заняла ровно 1 час, и проезд стоил 13 песо. Вот этого прикола я не понял вообще. Проезд на автобусе стоит 30 песо, а проезд час на электричке в 30 километров за город 13 песо. К слову сказать, 13 песо это 2 рубля? Серьезно? Мне кажется, мы что-то не так недопоняли. Ну как не так недопоняли? У меня баланс там 300 песо, снялось 13. Я бы проверила потом этот момент. Я проверил потом этот момент, и действительно, всего 13 песо стоила часовая поездка в прохладной от кондиционера электричке от одной конечной вокзала Ретиро до другой конечной городка Тигре. 13 песо это примерно 3 рубля. 3 рубля за такую поездку. У меня нет слов. Вообще, Тигре считается таким предлюксовым курортным городком, потому что по соседству город Нордельта, это вообще люкс-люкс по мнению местных. Там гольф-поля, элитная недвижимость, яхты и все такое. А вот Тигре это больше для приезжающих отдохнуть. Тут и аквапарк, и аттракционы, и казино, и все, что надо. Тигре известен тем, что здесь дельта. Много очень маленьких таких узких речушек, каналов. И по каждому можно добраться до какого-то небольшого островка. И там живут люди. Каждый остров заселен. Там где-то отели такие типа глэмпинга, где-то просто супер захудалые лачуги и живут люди. Ты будешь купаться? Здесь? Да. Нет. Почему? Вода пиздец грязная, нет. Посмотрите, какие прекрасная зелень расположена по окнам, по карнизам, по стенам. Все просто утопает в зелени, плющ. Сегодня суббота, а самый известный парк в Тигре просто вымерший. Парк де ла Коста.
25 лет. Стоят аттракционы, какое-никакое колесо обозрения. Вот это, видимо, катапульта. Никого. Почему? Почему он не работает сегодня? Вообще народу нету. Я что-то не понимаю. А если бы мы, значит, из города ехали бы с 1,5 часа с детьми специально, чтобы поиграть, покататься в парке. Приехали, а здесь никого. И чё? Почему? Все вымерли просто. Смотрите, какие-то здесь вот, видимо, была ярмарка, палатки. Где все? Непонятно. Печальное зрелище. Людей нет. Стоят вот такие каркасы палаток. И непонятно, где все продавцы, где вообще все. Сегодня суббота. Гелечка, какие ваши впечатления от Тигре? Мне страшно, От чего? потому что просто ни черта нет кругом. Вообще людей нет практически. Фонтаны вон работают. Как будто бы здесь что-то произошло. Что-то страшное. Какая-то эпидемия, и все вымерли. Кстати, помните, я говорил про казино в Тигре? Вот оно, за Гелиной спиной. Выглядит как большая бетонная коробка, рядом с ней пустая парковка. Может быть, здесь когда-то и бывает жизнь, но точно не сегодня. Мне очень непонятно, почему здесь так все происходит. Но вот хотя бы люди появились. Да, вот появились люди, как будто ждут эвакуационного автобуса отсюда. Да? Так стоят, как будто кафешки уже закрываются. Сейчас последний день работы этих кафешек. Все работники также уходят. Вот менты в какой-то камуфляжной хаки-форме, которые я не видел. Но здесь все по-особенному. А мы сейчас идем прямо направо в кафешку американскую с хот-догами. Гарсон, хот-дог мне, пожалуйста. 2 гамбургера, кока-колу без сахара. И сервеса плохого. Кажется, поесть не получится, потому что место, куда мы собирались, закрыто. Тоже закрыто. Что, блядь, палатка с цветами работает? Охуенно. Зато цветы можно купить. Био-органик. Это начало известного рынка в Тигре, который все рекламируют на всех YouTube-каналах, во всяких пабликах и так далее. И, как мы видим, здесь тоже почти все закрыто. Вот здесь продают какие-то камушки, соляные лампы, может быть, украшенница. Вот открытый отдел с алкашкой. Украшения, пивас какой-то вот импортный, видимо. А нет, не импортный, Аргентина. Короче, рынок как рынок. Всякие безделушки, ювелирка и сувениры разной степени паршивости. Тут можно приобрести в подарок вот такие дощечки с высеченным текстом, всего за 400 рублей. Или колобас для утонченного потребления мате. Ну или просто какие-нибудь украшения домой, какие-нибудь вонючие палочки. Короче, такие штучки для дома, которые придают уюта, комфорта и так далее. Пойдемте искать Гелю. Тем не менее, несмотря на то, что все закрыто, и мы даже не поевши, Геля приобрела себе прекрасную подвеску с моим именем. Спасибо тебе. С первой буквы моего имени. Мое имя Ангелина. Алексей. Ангелина, в первую очередь. Вторая кафешка, которую мы нашли с большим количеством отзывов, тоже не работает. Ищем дальше. Все закрыто. Кафе закрыто. Геля думает, что здесь проходит эвакуация. Да? Да, если какая-то случилась, может быть, техногенная, может быть, биологическая катастрофа. Поэтому большую часть людей эвакуировали, кто-то остался, но они поспешно, мы видели с сумками, садятся на корабли, короче, и съебывают. Здесь что-то нечисто. Я прям чувствую. Да, это точно. Здесь не так уж и чисто, я бы сказал. Слава богу, рядом был открытый магазин с яркими сувенирами, и Гелен испуг немного поутих. Помимо совершенно стандартных сувениров, в нем продавались колобасы. Колобас – это сосуд для потребления мате. По сути, просто кружка с толстыми стенками.
А бомбилья – это трубочка, через которую пьют мате. У нас считается, что мате – это чай. Нет. Мате – это сушеные листья падуба, содержащие кофеин. Примечательно, что ни в соседнем Чили, ни в Бразилии мате совсем не пьют. А тут, в Аргентине, встретить местного с колобасом и бомбильей, потягивающим мате, можно запросто. Вот такой зловещий недострой висит на фоне. Такие тачки, поросшие травой, здесь стоят в самом центре города. Это считается туристической улицей. Вот, что у нас здесь. А ничего, все в пыли. Лет 30, наверное, здесь стоит. Она уже, меня еще не родилось. Она уже была. А может и 5. Здесь погода хорошая, растет все быстро. Итак, мы ничего не нашли, где поесть, поэтому идем куда? В Макдональдс. Потому что уж Макдональдс-то закрыт быть не должен. Геля очень смущает, что в этом городке, как в фильмах ужасов, ничего нету. Про Макдональдс, аргентинском Макдональдсе только горчица, майонез и кетчуп. У них нет сырного соуса. Они не знают, что такое остров 1000 островов. Остров 1000 островов. У них просто дофига позиций с мясом, именно с говядиной. И всего лишь одна позиция с курицей. Это что-то чикен магнаггетс, короче, а самый обычный. Вот. У них есть дабл, трипл, 4 просто котлеты с мясом. И нет соусов, то есть ты себе можешь выбрать этот комбо, но нет соуса. У них нет моих любимых сырных палочек, которым я очень скучаю. Мне просто слюни сейчас начали так сильно выделяться, я сейчас захлебнусь. Я не согласна есть картошку с кетчупом или с горчицей или с майонезом. Она должна обязательно быть с сырным соусом. Но сейчас мне пришла такая мысль в голову. Почему? Я знаю очень много блогеров парней, блогеров-мужчин, которые именно ходят вот так с экшн-камерой по городу, там где-то в путешествиях, еще где-то. А вот блогер-вуменов я не знаю вообще никаких. То есть я знаю некоторые, которые на камеру вещают, да, там бьюти, что-то, красятся, но вот travel-блогерш я никого не знаю. Ты знаешь? По именам нет, но я очень часто вижу тиктоки, где девушки также держат камеру как... Видела, да? Да. Может быть, все эти девушки в ТикТоке давно, а не на Ютубе? Суровая аргентинская елка. Наконец-то мы нашли хоть одно заведение, которое открыто. Вот небольшой рестик Зи Тереза. Сейчас мы будем есть. Еля, мы будем есть. Я вина возьму. И паперделли у Евы эшпинаж. Что ты берешь? Паперделли? Да. Он очень сладкий. Прекрасный стейк принесли мне. А Гелена? О, Гелена не подходит. Вау. Тем временем нам принесли еду. Прекрасный стейк, батат. Никогда в жизни не пробовал батат. Такой сладенький, как тесто. Вау. А у Геля какой-то чек. Папирус какой-то длинный. Как тебе? Попробуй его поднять полностью. Вот это ленточный череп. Шутка. Не похоже. Ленточные черви не такие. Вот, если в заведении не наливают вино вот до таких пределов, то в это заведение не стоит ходить. Никогда в жизни не видел ничего подобного. Это мыло, которое вот так вот крутится. Вы, то есть, берете, мылите, оно реально мылится. Как его крутить надо, я не знаю. Можете поверить мне на слово, что это мыло. И смываете. Ох, поели мы в прекрасном заведении Зи Тереза.
еще раз говорю, если вы когда-нибудь окажетесь в Тигре, так получится, что вы здесь перед Рождеством, прямо за день до. Вот это место, ресторан домашний, офигенный. У них там наверху еще и терраса есть. Вау, супер вкусно. Мы поели на двоих на 1100 рублей. Вот такой вот здесь, пожалуйста, прекрасный Макдональдс. Прямо на почти главном пересечении улиц в Тигре. Какие-то все челики празднуют, что Аргентина чемпион. И красиво выглядящий Макдональдс. И прикол в том, что, насколько я знаю, по крайней мере, это было раньше так, нет в мире никаких двух одинаковых Макдональдсов. Кроме, разумеется, фудкортов. Все здания Макдаков, которые стоят вот так вот отдельно, разработаны по разным эскизам, по разным проектам архитекторов. Взяли билеты на речной трамвайчик. Сейчас вот так вот помчим через 15 минут. Смотрите, не врезались, а были очень близко. Мы решили покататься по каналам и уже погрузились вот в такую вот лодочку. Поэтому сейчас мы проходим 3 погибели, склонившись. Такое вот все. Не бизнес, конечно, но нормально. Вот так вот сейчас поедем. Воняет от речки ужасно сильно, просто канализацией пахнет. Я хочу почитать, но мне уже стыдно за то, что человечество сливает все помои в воду. Нам обещан час круиза по этой прекрасной реке с грязнейшей водой. Интересно, что на этой лодке прямо по соседству с рулем находится плита для приготовления пищи. Видимо, на этом судне можно жить. Что касается воды за бортом, то она действительно не самой первой свежести, и я то и дело открывал окошко, чтобы снять видео, а потом поскорее закрывал, чтобы на волнах эта самая вода на меня не попала. Невероятно просто мутная, вонючая, грязная река вокруг города Тигре. По ней устраивают круизы, но большая часть людей, которые сидят в этой лодке, плывут по своим домам, по отелям, по каким-то кемпингам, на разных остановках. Как в Венеции мы будем останавливаться и высаживать часть людей, кому нужно выйти на этой остановке. Все те, кому надо было выходить, где-то по пути вышли. Лодка пустая, мы проделали всего лишь половину круга, и вот остались только мы и еще 2 человека там, которые, видимо, решили просто покататься ради удовольствия, посмотреть, что это такое. И мы уже час почти, минут 40 уже идем, и вот только сейчас заканчивается полукруг, и еще столько же обратно. Наше судно было целиком загружено людьми. Как оказалось, почти все добирались до какого-нибудь причала по пути. Помощник капитана проходит, спрашивает, где люди выходят, а затем по пути швартуется к нужным причалам. Вот так мы с одного берега реки переходили на другой и обратно, туда и обратно. Буйство зелени здесь, конечно, невероятное. Глядя на людей, которые тусят на своих причалах, мне показалось, что это похоже на балконы. Как люди выходят на балкон окинуть взором ландшафт, так и эти люди, скорее всего, выходят не для того, чтобы поймать рыбу, а для того, чтобы с удовольствием провести время. Тем временем погодка распогодилась, и
Мы возвращаемся, уже возвращаемся. Путь был достаточно большой. Вот так здесь хранятся яхты и лодки. Лично мне трудно представить, как в такой изоляции жить постоянно. Все-таки я слишком привык к современным сервисам. Магазинам, доставкам, кафешкам. Полагаю, что на островах с этим есть некоторые проблемы. Однако, конечно, в таких местечках есть свой особый шарм. Несмотря на такую грязную воду, люди здесь еще и умудряют купаться. Просто вау! А это тот самый закрытый почему-то аквапарк, только с другого ракурса. Ну чё, прокатились мы 1,5 часа, это все заняло. Обещали час, но вместе с длительным ожиданием 1,5 часа. И сам маршрут был достаточно долгий. В общем, вот наша бричка морская. А сейчас, я думаю, уже все, да? Про городок немного могу сказать. По-моему, он очень печальный, грустный, как мне показалось, и достаточно такой неухоженный. Но прогулка по реке мне очень понравилась, потому что столько зелени кругом, и так необычно смотреть, как люди живут. У каждого свой причал, допустим, не парковочное место возле дома, а причал. И очень много собак на этих причалах, они ждут, встречают тебя. Здорово, в общем. А на мой взгляд, наоборот, город очень туристический и ухоженный. Может быть, у тебя создалось такое впечатление из-за погоды. Действительно, когда вот солнца не было, особенно с утра, свинцовое небо вот это, да, было, может быть, пасмурно как-то. Страшно мало людей, да? Страшно тебе было? Вот таким замечательным нам запомнится Тигре. А я думаю, что офигенный приезд в этот город сочетается не только с посещением аквапарка, там, прогулками, какими-нибудь ресторанами здесь, в самом Тигре, но и прикольно было бы арендовать дом где-нибудь там вообще на отшибе в каком-нибудь этом канале и заселиться туда большой компанией человек 7, 8, 9 и просто потусить там пару дней. Вот это, я думаю, идеально. Допустим, будет плохой интернет. Окей, пару дней можно потерпеть с плохим интернетом, учитывая то, что рядом будут какие-то люди. Допустим, будет там плохой дом, что-то вонять. Короче, пару дней, я думаю, самый оптимальный вариант. Можно подольше, кто хочет, но я бы вот на пару дней, а потом на лодочке уехать. Ну а тем временем мы идем на станцию Тигре и возвращаемся. Приехали обратно, в обратную сторону тариф 26 песо, что в 2 раза больше, но тем не менее это супер-мега дешево. Просто супер-мега дешево. Смотрите, какой красивый вокзал во время заката. Вот выглянуло солнышко к вечеру, и все уже выглядит иначе. Вот это английская башня при свете дня. Вот тот отель Шератон рядом. Наверняка и Вижа 31 тоже совсем другая в это время при этой погоде.